Если вы думаете, что лихие 90-е были страшным временем, тогда мы идем к вам. Настоящая дичь только начинается. В Нижегородской области молодой парень расстрелял людей на остановке. 3 человека погибли. Всем привет, с вами Миша Выплюшка. Это диванные новости. Поговорим о наболевшем, не отходя от ковра. Ребят, как вы думаете, чем я занимался сегодня все утро? Я был на своем любимом сайте Википедия. А если быть точным, в подразделении российские массовые убийства. Есть даже такая категория отдельно. Я частенько, правда, так делаю, зависаю там в категориях российские серийные маньяки, и еще что-то и так далее. В общем, криминальные происшествия нашего времени, да. Выделил несколько я случаев. Конечно, всякой дичи я там начитался. Много чего происходило. Кстати, в сравнении, если там есть ссылка на статью, блять, массовые убийства в СССР, их гораздо меньше. Ну, конечно, есть вариант, кто-то скажет, что от нас скрывают, там, да, там, это все было точно так же. Но я очень в этом сомневаюсь, ребят. Итак, что же происходит с людьми? Почему молодые парни, там, которым 18-19 лет только исполнилось, студенты, берут в руки оружие и расстреливают без каких-либо то причин практически ни в чем не виновных людей? Что за дичь такая, да? Этот случай, он уже далеко не первый. Я вспоминал, а потом и прочитал в всей этой, блядь, Википедии, моей любимой, такие случаи, как в Керчи, убийство в школе, да? Кто-то скажет там, что есть какая-то, опять же, версия из серии с Ефремовым там и прочее, что на самом деле там было по-другому, какая-то подстава. Ребята, глядя на то, что сейчас творят подростки, я полностью уверен, что все было так, как рассказывают нам, блядь, пресс-служба МВД. Да, что да, этот молодой человек зашел и расстрелял там всех. Посмотрите, что творят сейчас молодежь. Не, молодежь всегда была агрессивной, да, я не спорю. Но в сравнении с тем, что они сейчас делают, да, там хотя бы взять, там, как они катаются на этих электричках, там, на крышах, да, вешают животных, блядь, убивают своих родителей, там, туда же припишем, в Ярославле, этих, блядь, ритуальные убийства, там, когда малолетки, там, блядь, совершали ритуальные убийства своих друзей. Судя, вот глядя на все это, на всю эту дичь, короче, блядь, я вполне практически уверен, что так и было. Я всегда оставляю маленький процент неточности, да. Что вы думаете по этим поводам, можете смело писать в комментариях. Кстати, можно поставить пока палец вверх, это несложно, это бесплатно. Давайте разбирать, что происходит, что за хуйня вообще. Ну, я думаю, керченский случай все знают, да, что там произошло. Там молодой парень однокурсников своих пострелял, потом застрелился сам. Застрелился, вот они часто гибнут там, как бы, вот насчет этого я могу поспорить. Ликвидировали его, либо он застрелился сам. Не то, что в данном случае, да, а во всех, где был, как бы, такой стрелок, там ничего нельзя точно утверждать, потому что, ну, как правило, их валят. Ну, там его смысла нет, на самом деле, оставлять в живых. Еще один случай был, по-моему, в Благовещенске, такого расстрела, да. И, блин, не помню в каком городе, но вы уж меня извините, я очень много читал, да, но с памятью у меня не очень хорошо. Где мальчик с девочкой, вообще молоденькие, у родителей стырили ружье помповое и стреляли. Сначала собак что-то убивали, там проводили стрим в перископе, потом приехали менты, они по ментам стреляли, короче, потом застрелились, либо там, ну, не знаю, как там было дело, ну, суть не в этом. Блядь, так сказать, мы ищем причины, откуда ноги, так сказать, растут, блядь, нам интересно. Что я могу сказать? Бля, я, кстати, понял, почему люди бухают очень сильно, да? Вы, может, думаете, что, блядь, у нас вот там мы спиваемся, да, все, блядь, общество спивается. А есть очень много факторов, почему хочется спиваться, блядь. Но об этом я расскажу в конце. Вот что же происходит такое вот у молодых людей, блядь, ну вот что у них так фляга свистит? Вот не было же такого, откуда это взялось?
Да, есть случаи, когда было подобное и в СССР проходило какое-то массовое убийство, подрыв какого-то автобуса, что-то еще. Вообще очень много дичи происходит, вот, ну, очень много дичи по сравнению с тем, что в 90-е, да, там бандиты стреляли там друг друга за бабки, да, в принципе, вот я могу понять, когда война, когда взрослые люди там как-то, ну, что-то делят, да, интересы какие-то свои защищают, когда вот, борьба там определенных там структур, там каких-то, ну, сообществ, там, ОПГ и так далее. Это еще можно понять, у них хотя бы смысл какой-то есть, да, ну, да, он корыстный, деньги там, естественно. Но тем не менее, хотя бы какой-то смысл есть, хоть какой-то там им находится там здравое объяснение их действия. Здесь же, блядь, что происходит? Вот люди, ну, не только вот эти случаи, да, с подростками, очень много стало таких случаев, когда просто на ровном месте, блядь, берут и валят, блядь, там вот, ну, в Твери, там, да, вот это убийство, когда мужик пошел, завалил, блядь, 9 человек, тоже в СНТ, блядь, ёпт, за то, что ему не поверили, что он служил в ВДВ. Еще что-то. Да, это раньше дичь, она была, но ее было намного меньше, блядь. Хотя развал в стране был, блядь, гораздо сильнее, чем сейчас. И оружие там можно было достать, и милиция особо там, ну, власти не имела, блядь, и не имела там каких-то технических возможностей охранять нас лучше, да, там у них не было нормального оружия, машин, людей не хватало, да хуя чего. А сейчас же, вот я пытаюсь, да, давайте вместе вот думать, из-за чего вот это происходит, да. От того, что люди ёбнулись уже, вот скорее всего потому, что люди ёбнулись. Сейчас мы затронем еще вопрос о разрешении гражданского оружия, да, чуть позже с этим разберемся. Дело-то не в оружии. Сам, блядь, пистолет или автомат, он не выстрелит в человека в определенного, блядь, да. Ну, сам по себе там, лежа, блядь, на полу или там, блядь, вися на стене. Это же люди стреляют из оружия. Они своей башкой, блядь, нахуй, что-то там себе соображают, воображают, блядь, берут оружие и идут ебашить. Есть вариант такой, есть версия, что дети слишком много играют в игры, в которых особая жестокость, блядь, они насмотрятся этой херни и потом воплощают, так сказать, в жизни. Возможно ли это? Вполне. Да, вполне возможно, я не спорю. Игры на самом деле очень жестокие. Это вам не в Марио, блядь, играть, как мы в детстве играли там или во что. Там сцены насилия-то, ну, не было толком, да, нихуя. Даже в самых жестких там каких-то Mortal Kombat, блядь. Но все равно мы смотрели и понимали, что, ну, в принципе, это мультик. Какие-то вымышленные, блядь, герои, которых, ну, скорее всего, блядь, не существует в жизни, там, каких-то там, блядь. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? Персонажи, это персонажи. Сейчас же все очень реально. В играх компьютерных люди стреляют в других людей, иногда в онлайн-играх, тем более, ну, в живых, это все как в игре, блядь. Они вот заигрались, блядь, может быть, да? Это один момент. Второй момент. Ну, соцсети, да, то, что мы все объединены, сука, блядь, вот всемирной вот этой паутины, да, и мы вроде как бы вместе еще какие-то даем друг другу оценки, да. Вот мне, например, в школе было похуй на оценки. Я учился на двойке, тройке, бля, ёпта. И мне говорили, ты двоечник, а мне было похуй, ёпта. Мне даже это нравилось с какой-то там стороны. Ну, мне как-то всегда было похуй на мнение людей. Уж извините, блядь, ну вот. Сейчас-то как бы нет, да, я прислушиваюсь и так далее. Но в то время как мне было до пизды дрозды. И к чему я это говорю? Очень много чего делается для того, чтобы заслужить какие-то лайки, блядь, комментарии. Вот дети исполняют всякую хуйню, чтобы в соцсетях там как-то, блядь, не знаю, проявить себя, блядь, да, как-то выделиться, хайпануть. И доходит иногда до печальных событий, до убийств в том числе. Это еще один из факторов, да. И что еще можно выделить, да? Вот лично я не могу понять. Вот молодые люди берут оружие, начинают там убивать там одноклассников, там, да, однокурсников, потом кончают с собой. У меня не укладывается это в голове, да. Вот насколько я в жизни хлебнул дерьма, блядь, просто.
Блядь, с детства. Я такую хуйню просто видел, блядь. Ну, кто смотрит биографию, да, блядь, сейчас вот здесь вот подсказочка появится. Чик, посмотрите. Мою биографию. Те знают, что я с детства там видел просто полный пиздец. И гибель родственников, и приемный отец, коммунальная квартира, алкоголики там, и прочее, и прочее. Потом тюрьма, 12 лет. И при всем этом у меня не было никаких идей пойти кого-то завалить просто на ровном месте, ни с того ни с сего, отомстить кому-то, блядь, миру, так сказать, в лице невинных граждан, а потом ёбнуть себя. Я, блядь, я такой прошел, там, может, в петлю 500 раз было залезть уже. Ну, в таких вот я был местах, блядь, они, как правило, находятся, блядь, за колючей проволокой. И не только, и медицинских учреждениях, кстати, блядь, очень жестких. Но тем не менее, блядь, я как-то с этим справился. Почему сейчас люди, молодые люди, совершают подобные вещи? У меня ответ только один. Они реально не понимают, что это не игра. Но они настолько погружаются и верят в то, что у них потом, ну, эта жизнь у них какая-то, блядь, типа тренировочная, что ли? На мой взгляд, еще есть очень один фактор сильно влияющий. Короче, я виню, блядь, интернет. Я виню в этой хуйне, блядь, интернет, серьезно. Интернет – это информация. Это огромное количество разнообразной информации. Но информацией, так же, как в принципе и любой другой вещью, можно пользоваться как в хороших целях, так и в плохих. Ножом можно как и убить человека, так же и его и лечить, если иметь в виду скальпель хирургический, спасти жизнь человеку. Также и с информацией. Кто-то ее воспринимает нормально, кто-то, блядь, пользуется там, не знаю. Вот я читаю там Википедию, да, я смотрю, что происходит там, допустим, криминальная обстановка в стране, да, какие-то развивающие передачи, я люблю там, хуй знает, какие-то там, «Моя планета», там, еще что-то, да, там, «Орел и решка», даже та же «Путешествие», посмотреть, что там, где, как вообще, их нравы, так сказать, блядь, интересно. Кто-то залезает в интернет чисто подрочить, посмотреть порно там, блядь, сейчас какого, сука, только нету, блядь. Кто-то поиграть, еще что-то поделать. Но вся хуйня в том, знаете, что вот этот объем, огромный объем информации, вот куда входит все, и игры, и порно, и, блядь, ну всякие там вредоносные сайты, где есть там всякие призывы, хуивы там и так далее, и обучение нужное, правильное, и познавательные программы, и познавательные игры, и насильственные игры. Это все в одном открытом большом доступе. И если мы, взрослые люди, да, вот мне 34 года, не так давно, ёбнуло, мы в связи с своим жизненным опытом и в связи с тем, что мы получали вот эту информацию дозированно, мы выросли, блядь, там у нас был Тетрис, Дэнди, Хуенди, еще там что-то, мы потихонечку. То дети, сейчас которые есть, они просто, они не могут своим неокрепшим умом справиться с тем вот потоком информации, да, который им дают, который у них в доступе свободном. Он может, блядь, лазить, смотреть там, не знаю, ну, аккаунт, один аккаунт на компьютере, к примеру, да, там, родительский. Папа создал аккаунт. Ребенок зашел, смотрит мультики, хуяк, ему там какая-то папина рекомендация вылезла, там, а-ля вот «Криминальная Россия», блядь, какой-нибудь там, не знаю, «Тюремный волк», к примеру, да. Он хуяк нажал, посмотрел, блядь. Еще что-то. Да, я в детстве тоже смотрел «Криминальную Россию». Это как пример. И дальше там пошел туда-сюда. Опять же, общение. Кто-то может затянуть. Какие-то есть группы. Вот группы, где сидят, ну там, например, какие-то, блядь, беседы, да, там, или там форумы, да. И неизвестно там, кто сидит. Там может быть там 10 пиздюков, да, между собой общаться, прикалываться. И еще 5 каких-нибудь мудаков взрослых, может быть, и педофилов, и ебанутых просто, и кого. И они могут сидеть там, вбрасывать, научить их какой-нибудь хуйне, как-то там списаться в личке и так далее. Раньше, да, молодежь, блядь, но она всегда была злая, ебанутая, блядь,
даже не знаю, как вот назвать, дикое, да, я сам был, ну, блядь, я творил там всякие вещи, но я никогда никого там, ну, крови на мне, на моих руках, там, мои, как сказать, душегубства на мне нет, и всякую дичь, там, животных мучить, там, еще что-то, ну, у меня такого не было. Мы общались все, в основном все одного возраста. То есть, да, хоть мы и были отбитые, ебнутые, там, творили что-то там, не знаю, блядь, там, может, с кем-то дрались, да, кого-то избивали, бывало и такое. Но чтобы забить кого-то до смерти, блядь, ну, я всегда знал, что нет, человека нельзя отнимать жизнь. Не говоря о том, что, блядь, идти там, нахуй, кого-то расстреливать, блядь, полкласса. Бля, кстати, у нас был один случай, сейчас расскажу, интересный. Сейчас же, блядь, я не знаю... И вот мы общались, понимаете, вот на своем уровне, ну, может быть, там встретишь на районе там пацанов на год, на два постарше, да, с ними пообщаешься. Но и все. Но взрослые мужики, если тебе там подойдут какие-то, да, начнут там что-то там, давай выпьем, попиздим, естественно, блядь, мы, нет, дядь, все, давай, до свидания, ну ее нахуй. То есть ограничено было общение, мы общались между собой. Вот. Сейчас же, я уже не говорю про всякие там группы смерти есть, да, там, где там, ну, специально детей, блядь, вербуют, учат, там, ну, что только с ними, блядь, не делают. Где там синяки, там, и, ну, и прочее поебень. Это вообще пиздец. Вот. Я говорю про то, что, ну, так вот в общих чертах, что интернет, он объединяет и учит плохому гораздо сильнее, чем нас, блядь, учила улица в наши там 90-е, да, середина, конец, начало нулевых. То, что мы видели на улице, это, блядь, было вообще просто цветочки по сравнению с тем, что сейчас люди видят и творят в интернете, блядь. Какие песни они, блядь, слушают. Я там ебал твою маму в рот, там она шлюха там и так далее, сосет мне, блядь. Что еще там? Ну вот такая вот дичь, блядь, я не знаю нахуй, ну... Эти игры, блядь, где они там, ну реально, блядь, ебашат друг друга, блядь, целыми днями там напролет. Естественно, родители они своих там в хуй не ставят. Блядь, было, да, у меня тоже не очень хорошие отношения с родителями, там, у многих были такие, но мы никогда себе не позволяли, вот таких у нас мыслей даже не было, там как-то, блядь, нагрубить своей матери. Да, ты мог не слушаться. Ты мог, блядь, там себя хуёво вести на улице, в школе, ты там, за тебя будут краснеть, выслушивать. Но чтобы, блядь, сказать что-то своим родителям, блядь, как-то вот, ну, пререкаться, там, сказать, там, да иди ты нахуй. Вот, к примеру, блядь, прости меня, господи, кто, если там слышит, смотрит. Блядь, просто как-то, ну, вот так себя повести. Я уж не говорю о том, что творится сейчас. Блядь, это было для меня вообще, в принципе, невозможно. Я не мог себе даже представить, я даже не думал об этом никогда. Сейчас я смотрю на всю вот эту канитель. Вот этот пацан, блядь, он, короче, расстрелял 3 человек, а одна из них его бабушка, блядь, понимаете, бабушка. Вот это меня всегда поражало, вот, блядь, не, ну всегда было такое, там, вот это вот родственное убийство, да, там, Каин и Авель, возьмем Библию, далеко ходить не будем. Всегда это было, но для меня это всегда было, блядь, вот, ну, непонятно как-то, я не мог вот представить, как вот, ну, бабушка, она его любила, держала на коленках, ночей с ним там не спала, сидела. И она даже подумать не могла, что она растит своего убийцу. Того человека, который, блядь, ее... похоронит, скажем так, вот, но не буквально выражаясь, да, похоронят ее другие люди. Вот. И, блядь, вот, понимаете, вот просто глядя на всю вот эту хуйню, которая происходит, блядь, ты думаешь, ебаный в рот. Вот почему, я вам хочу сказать, почему люди бухают. Бухают сильно. Потому что, глядя вот на все вот это, убийство в Рыбинске, которое я делал обзор, Рыбинский монстр, да, блять, пьяные долбоебы на машинах, которые сносят средь бела дня остановки с людьми живыми насмерть. Что еще? Вот эти стрелки. Ну, в общем, вся вот эта дичь, да, аварии жуткие, блядь, там, на дорогах, да, это уж происходит там, какой-то мудак там носился, въебал, блядь, ни в чем не повинных людей, блядь, просто на какой-нибудь 4-ке они ехали на дачу, блядь, семья.
глядя на все это, на все, что творится, блядь, все, что, блядь, как не пить, ёпта? Как вот люди бухают, что просто вот, ну, естественно, люди, ну, всем нужна информация, ну, если там хоть немного мозгов есть в голове, и все мы эту информацию видим, мы знаем, и чтобы о плохом не думать, чтобы просто хуй забить на все и думать, блядь, вот, хорошо, что я еще жив, там, все мои живы, блядь, ну ее нахуй, блядь. Депрессняк вот этот, который ты въебываешь 5/2, блядь, на работе, блядь, еще вот эта хуйня вся происходит. Тебе что остается? Только сериальчик посмотреть, блядь, в которых, как правило, тоже, блядь, какой-то пиздец происходит. Убийство там и всякая, блядь, прочая дичь. Вот. И прибухнуть, не знаю, куда-нибудь сходить, поплясать, потанцевать, хотя бы, чтобы немного скрасить свою жизнь, потому что это происходит каждый день. Я подписан, там, новости Шеремета, там, на Урале, что происходит. Ну, не в одном городе, там, в Екатеринбурге, там, на всем Урале. Там не то, что каждый день. Там в день, блядь, там скидывают такое, там просто пиздец. Там по 5-6 новостей в день таких, что ебнешься просто, блядь. Это только вот, ну, в одном таком, скажем так, большом, блядь, округе, да, там, не округе, как, не знаю, отрезки, блядь. Короче, не буду умничать, блядь, короче... В одном большом месте, блядь, да, так то представьте, что по России вообще в целом, блядь, творится. И пиздец, и невозможно, блядь, и... Ну, а как-то жить надо, поэтому люди прибухивают. А теперь давайте напоследок, что я вам хочу сказать. По поводу оружия. По поводу оборота гражданского оружия. Кто-то скажет, блядь, вот как ему дают оружие, да? Надо ужесточать, вот как вот ему, молодому парню, дали оружие. Тут вопрос очень спорный, блядь, насчет гражданского оружия. У меня есть подписчики за границей, там в Штатах, например, у которых разрешено огнестрельное боевое гражданское оружие для самообороны. И самое интересное, что вот в большинстве вот этих стран, ну в Америке в том числе, если ты убьешь человека у себя дома, тебе ничего не будет. Абсолютно ничего. Вообще не важно при каких обстоятельствах. Это твой дом, блядь. В любом случае ты будешь прав. Просто может тебе чел прийти, да? Вы с ним что-то зарамсили, там вообще, ну, похуй, да? Ну, как у нас, блядь, с ножами происходит, да? Бытовуха, блядь, поножовщина. Убийство. Только у нас за это сажают, блядь, да? И, как бы, на самом деле, правильно делать, потому что большинство убийств вообще, блядь, просто, блядь, таких диких и, блядь, ну, ненужных. Глупых убийств, блядь, по бытовухе, по пьяни, блядь. Кто-то наливал там стакан, блядь, обошел мимо. Но в Америке вот другая политика. И в других там тоже странах, блядь, не знаю уж точно в каких. Я человек, скажем так, не очень умный. В других странах такая хуйня. Человек ебнул в своем доме, все, ты прав, не ебет. Ты можешь сказать, блядь, он меня угрожал моей семье. Все, я его въебал, тебе ничего не будет. Но это в Америке. Не знаю, как у них. Там у них тоже там дичь, будь здоров. У них менты там расстреливают негров, еще что-то. Вот что у нас делать, да? В 90-е как бы все покупали нелегал, какие-то стволы. Все равно большинство убийств в нашей стране происходит вот как бы холодным оружием. Огнестрельным мало. Хотя его не так-то уж и сложно получить. Лицензия выдается, как мы видим, блядь, в принципе, без проблем. Лицензия... Блядь, у нас даже травматы запретили. Сначала же травматы было можно без лицензии. Потом все посмотрели, блядь, что нахуй долбоебы стреляют друг друга резиной. Сказали, ну ее нахуй, блядь, получайте лицензию. Но получить ее не так-то сложно. И в принципе ее можно купить даже не так уж и дорого. Даже в Москве. Права стоят дороже, кстати, если что, блядь. Ну, просто есть. У меня есть, вот, блядь, источники достоверные. Итак, что подразумевает вот это получение лицензии? Ты можешь купить после получения несколько единиц оружия, по-моему, 3. Короче, травмат можешь купить себе и гладкоствольное ружье, огнестрельное, с которого, в принципе, делай обрез, бля, и ходи по улицам. Вот и все. Патронов сколько хочешь можешь покупать. Вот и все. Вот и пожалуйста. Вот вам гражданское оружие. И из травмата можно тоже убить. Нехуй делать. Дохуя таких случаев. Ограничивать ли? Ясен хер, конечно, надо.
более тщательные проверки. Не знаю, блядь. Что делать? Как быть? Как жить-то, блядь? Вот в голове не укладывается. Страшно реально, блядь, выйти на улицу. Там остановку снесли, бля, ёпты, поехал, блядь, не знаю, блядь, в Спортмастер себе купить, ёпты, какие-нибудь кеды. Если не снесли, бля, ёпты, не знаю, застрелили, блядь, возле шаурмы тебя. Блядь, я не знаю. Я не пойму, вот серьезно, что с этим делать, я не знаю. Как с этим бороться? Бороться с долбоебами очень сложно. Очень сложно. Поэтому решать эти проблемы надо в раннем возрасте. Дело в том, что сейчас молодежью никто не занимается. Они предоставлены себе. В основном они общаются между собой в интернетах, играют в эти игры жестокие. Там же они насмотрятся всякой хуйни. Я уж молчу про телеграм-каналы, которые сейчас появились. Там молодежь вообще может увидеть такое, что пиздец. У меня телеграм-канал был, я его закрыл нахуй, потому что там подписчики, а они, кстати, не все у меня такие вот, скажем так, в здравом уме пребывают. Иногда такую хуйню слали, что пиздец охуевает даже я. Хотя я видел всякое в своей жизни. Я видел, блядь, всяких людей. И в том числе про тех, которых говорю. Я с ними сидел вместе. Вот так вот разговаривал тет-на-тет с убийцем, который там 2-3 человек убил. Вот. Надо заниматься, обращать внимание на молодежь, чтобы они как-то, блядь, были чем-то заняты, чтобы кто-то им объяснял. Блядь, я уже не знаю, я серьезно, я вот хожу, у меня надзор административный, да, за мои судимости. Мне еще долго ходить отмечаться. Я своим инспекторам пару раз даже говорил, я говорю, бля, вот у вас есть же там это по делам несовершеннолетних инспектор, да? Ну, я как бы, блядь, даже готов проявить инициативу, соберите вот этих трудных подростков, да? Я сяду, я с ними вот, ну, проведу беседу, поговорю. Объясню им, что я мудак, блядь, был, вот когда хуевертил, блядь, из своей жизни, вычеркнул столько лет жизни, просто проебал, просто, блядь, ладно, мне было 50 лет, меня посадили там на 10, блядь, да, хуй с ним. Я, блядь, всю свою молодость, блядь, просидел в тюрьме, когда можно было тусоваться, гулять, там, как-то развиться, блядь, самому что-то достичь, вот, чтобы сейчас что-то было, блядь, к 30 с хуем годам. Я все это проебал. Я говорю, давайте я вам объясню, потому что вы им не объясните так, как я. Потому что для них вы дядя мент. И все, блядь. Они тебя будут слушать и думать, блядь, да он мент, ёпты. Мент, мусор, блядь. Че он мне втирает, блядь, какую-то дичь, нахуй, ёпты. Но никто не захотел, там, людям не до этого, да. У них есть своя работа, я согласен. В полиции там, и у меня тоже есть люди, которые там работают. Блять, такую дичь мне рассказывают и показывают, иногда снятую на видосы, что, блять, вообще жесть. Вот. Поэтому это вопросы не к полиции. Вопросы к тем, кто занимается воспитанием, блядь, да, и к школе в том числе. Чтобы педагоги следили, там, не знаю, блядь. Есть же сейчас и какой-то там, как он называется-то, ебаный в рот, этот, блядь, не сельсовет, ёб твою мать. Ну где все эти родительский комитет, блядь. Родительский комитет, там, чтобы как-то занять детей и так далее. Но нет, нам проще на самом деле. Он пришел со школы, да, уроки сделал, блядь, да и сиди нахуй в планшете, в телефоне, в ТикТоке, во всей этой залупе, смотри всякую хуйню. Вот и все. Нам же до пизды, блядь, дрозды, да? Большинству. Я, кстати, так не делаю. У моей дочери, ей 9 лет, у нее есть телефон-часы. Пока что, блядь. Когда телефон у нее будет, я пока не знаю. Я очень сильно думаю и сомневаюсь над этим, что в ближайшее время. У младшей тоже телефон-часы, чтобы, может, было позвонить, если что. Но они мне уже начинают зудеть, типа, папа, а у нас там вот у того-то вот есть телефон, есть то-то, то-то. Они в какие-то игры уже начинают играть, там такие, блядь, какие-то Грэнни Бабка, там еще что-то, блядь, какие-то страшные. Я посмотрел, блядь, сам чуть не обосрался, блядь, за эту игру увидел. А вот. Ну, короче, пиздец. Надо заниматься, ребята, детьми. Обратить внимание, блядь. Обратить внимание. И это внимание детям своим уделить. Я понимаю, что, блядь, мы все 30 с лишним летние сами подростки, блядь, да?
Нам хочется, блядь, самим посидеть, посмотреть в ТикТоке всякую хуйню, да, там в Инстаграме, блядь, поржать, блядь, посидеть пивка, попить винца и повспоминать, как нам было пиздато в детстве, как мы лазили по гаражам, блядь, да? И все, блядь, у нас у самих там в жопе детства еще. Но, блядь, ну надо с этим что-то делать. Больше с этим никто ничего не сделал, кроме нас. Вы поймите, никто, блядь. Больше нахуй никому не надо, блядь. Надо немного хотя бы взять себя в руки, блядь. И то, хотя бы даже небольшое воспитание, которое нам давали наши родители, которые получили свое воспитание от вот Советского Союза, да, там, от своих родителей, которые были, блядь, ответственнее нас раз в 500 и наших родителей раз в 100, хотя бы чему-то нас научили наши родители, хотя бы это передать, это вложить в детей, объяснить, а не смотреть сквозь пальцы, блядь, да ебись сейчас все такие, ебись оно конем, да, все сидят в интернете, все, как бы, блядь, так и делают, да, пускай мой тоже, блядь, куплю ему телефон, лишь бы меня не заебывал, блядь, да, только от нас это зависит, только нам обращать внимание, быть осторожными, это я всегда говорю, всегда, ребят, будьте осторожны, давайте подводим итог, следи за собой, будь осторожен, будь начеку. Времена на самом деле страшные, серьезно страшные. И, блядь, я вот пока читал вчера и смотрел все вот эти новости, блядь, там 90-е курят просто на самом деле в сторонке. По сравнению с тем, что происходит сейчас. И наша вина в этом с вами тоже есть. Поэтому давайте будем более внимательны друг к другу. На этом я предпочту, блядь, закончить, ребят. Все. Пожелав вам добра. Берегите себя, своих близких. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылки на ВК и Инстаграм в описании. На мой второй канал тоже. В принципе, все. Давайте, до новых встреч.